все лучшее в тебе. Союз Видео представляет Мартин Шин в фантастическом боевике «Спаун». Журналисты газеты «Неделя» подозревают КГБ СССР в принадлежности к началу нелегального сбыта якутских алмазов. Читайте в новом номере журнала «Итоги». Платить ли вам налоги? С деньгами надо расставаться легко и весело. Личности школа. Педагоги способны уничтожить интеллект нации. Военная кампания Билла Гейтса. Грозит ли планете тотальный контроль? Я боюсь за жизнь своей жены, своего ребенка. Мало того, я понимаю, что даже если они расправятся со мной, с моей женой, с моим ребенком, они не остановятся. Если этих людей сейчас не остановить, то этот беспредел захлестнет вообще страну полностью. Это будет страшнее, чем 1937 год. Иногда все, что нас окружает, можно назвать театральной постановкой. Значит ли это, что из тени всем управляет режиссер? Действительно ли представление расписано по минутам, или же, зная все наперед, открывается иной выбор? Впрочем, то, что называется выбором, лишь управляемая цепочка биохимических реакций. N-Foundation представляет история жанра антиутопия. Акт 3, глава 1. Игра в жизнь. Ленту шоу Трумана часто принято считать комедийным фильмом. Однако я предлагаю взглянуть на сюжет несколько с иной стороны. Труман Бёрбанк – раб крупной корпорации, способный организовать масштабное шоу в рамках небольшого города. Система абсолютного патернализма и тотальной лжи, выстроенная вокруг него в период его взросления, сделала его неспособным адаптироваться к другим условиям жизни. Для того, чтобы человек не смог покинуть свою клетку, в первую очередь нужно сломать его волю, подавить его желания. Раб должен покорно повиноваться сценарию, написанному для него теми, кто считает себя небожителями. Является ли вся история, показанная в фильме, лишь продуктом фантазии авторов или реальным выбором Трумана, остается загадкой. Кино сразу начинается с субъективной точки зрения, а именно сложных титров и псевдодокументальных интервью. Ближе к финалу картины режиссер шоу Кристоф отчитывается о самом высоком рейтинге программы за всю ее историю. Непритязательная публика любит красивые и счастливые финалы, чего и достиг постановщик. Но в конце концов, даже выйдя за пределы купола, Бёрбанк остается в частной собственности группы неизвестных инвесторов. Последняя сцена фильма явно намекает, что никто не заметит пропажи суперзвезды, ведь по телевизору наверняка идет очередное дегенеративное шоу. Good morning! Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Настоящих создателей картины мы узнаем только после того, как начнутся финальные титры. История создания шоу Трумана начинается с автора сценария Эндрю Никола. Изначально фильм планировали с бюджетом $80 миллионов. С такими расходами шоу Трумана расположилось бы около первой десятки самых дорогих фильмов 1998 года. Продюсеры из Paramount никогда не позволили бы новичку сделать такую дорогостоящую работу. На момент сделки Никол еще не снял свой дебютный фильм «Гаттака». До его выхода оставалось еще 4 года. В 1995-м шоу Трумана обзавелся режиссером Питером Уиром. Опытный австралиец, на протяжении уже 20 лет снимающий крепкое кино, вроде «Пикник у висячей скалы» 75-го, «Свидетель» 85-го. В 93-м отметился психологической драмой «Бесстрашный» с великолепным Джеффом Бриджесом в главной роли.
В напарники к Николу попался действительно режиссер высокого уровня, с мнением которого стоило считаться, вынуждая сценариста постоянно переписывать сценарий. В дальнейшем Уир снимет сильное историческое кино «Хозяин морей на краю земли» с Расселом Кроу и Полом Беттани в главных ролях. I thought we were gonna try for a baby. Isn't that enough of an adventure? That can wait. I want to get away. See some of the world, explore. It was like putting someone else's clothes on. And I thought, who is this Andrew Niccol? You know, this is different. This is a writer. And a writer who's writing something that he knows about. And it's reflected in some of the other films he's made, like Gattaca. And I pay him the compliment of the originality of that point of view of the world. That's Andrew's thumbprint. Все в том же 1995-м к проекту подключился Джим Керри, знаменитый комик по ролям в фильмах «Эйс Вентура», «Маска» и «Тупой и еще тупее». А во время съемок шоу Трумана весной 1997-го в прокат вышел весьма успешный «Лжец». Керри заработал очередные $20 миллионов, но для Трумана, как для серьезной драматической роли, запросил только 12. Джим не прогадал, роль Трумана Бёрбанка принесла ему «Золотой глобус» в категории драма в 1999 году. Тогда он обошел Хэнкса, Нолти, Фрая и Маккеллена. Jim Carrey in The Truman Show, Stephen Fry, Wild, Tom Hanks, Saving Private Ryan, Ian McKellen, Gods and Monsters, and Nick Nolte in Affliction. And the winner is Jim Carrey. Andrew Niccol for creating a beautiful paranoid prophecy. Especially Peter Weir. Thank you, Peter, so much. Thank you for allowing me to play Truman Burbank, for seeing more in me than just funny faces. I was really kind of nervous about working with someone like Peter Weir because I thought he would have such granite, written in stone ideas about, what he wanted to do. You know, he would come down from the mountain and go, "These are the laws. Let thou," you know, whatever, whatever he was going to do, you know, pull a Moses on me. But he didn't. He was very like, "Come on, let's scratch this out together. You know, let's figure it out." Следующей главной ролью Джима станет Энди Кауфман, эпатажный комик, скончавшийся в возрасте 35 лет в 1984 году. Актерский метод, использовавший Керри на съемках фильма, показан в документалке «Джим и Энди» 2017 года. В 2000 году фильм «Человек на Луне» принесет Керри «Золотой глобус» уже в категории комедия. И по сегодняшний день это единственные серьезные награды, которые получал Джим за всю его карьеру. You just poor white trash, and so I guess that's too lofty a concept, for you. I mean, what are you gonna do? Сегодня впервые на телевидении они встретятся с глазу на глаз. Энди Кауфман и Джерри Лоулер. Все началось само по себе. Никакого особого сговора у нас не было. Это было что-то вроде, когда вы просто думаете на одной волне. Все просто случилось, а затем, знаете, послужило каждому на пользу. Посмотри на лицо Дэйва, он даже не смотрит в ту сторону, он даже не смотрит туда. Если вернуться к «Глобусу» 99-го, за роль антагониста картины Кристофа свою награду забрал Эд Харрис. Его соперниками были Дювал, Сазерленд-старший, Торнтон и Раш. 90-е стали для Харриса довольно продуктивными. Роли в «Гленгарри Гленросс», «Аполлон-13» и «Скала»
вывели популярность актера на новый уровень. Музыкальное сопровождение было оценено критиками довольно высоко, обойдя даже работы легендарных Джона Уильямса, Ханса Циммера, Джерри Голдсмита и Рэнди Ньюмана. Глобусы завоевали Дальвиц и Гласс. Первый до сих пор работает в Австралии над нишевыми проектами, а второй был уже известен по работам над художественными Мисима и Кэндимен, а также документальными Коянискатси и Тонкая голубая линия. The media is having a feeding frenzy with this. All the phone lines are jammed, and every network has a pirated shot of Marlon making an ass of himself in front of the camera. The sponsors are threatening to rip up their contracts. Why? We're getting higher ratings with this graphic than we've ever had on this show. Great. Also, if you photograph a scene normally, the horizon is flat, it's straight. It goes from left to right across the camera frame. We curved that, we bended it down a little bit so that, and then we had those same plans that we would bring into our computer and start to texture, add more detail to for the computer graphics solution. But what was nice about that is we had exactly what the set people had. So there was still visual effects work required to get rid of the unwanted reflections and put reflections in that we wanted. Мировая премьера шоу Трумана состоялась 5 июня 1999 года. Итоговый бюджет снизился до $60 миллионов, а сборы достигли отметки в $260 миллионов, что расположило фильм в первой десятке успешных картин года, рядом с врагом государства Тони Скотта, четвертой частью «Смертельного оружия» Ричарда Доннера и комедией «Час пик» Бретта Рэтнера. Успех шоу Трумана, пожалуй, был предопределен. Опытный режиссер пожелал сделать фильм легким по настроению, в противовес сценаристу, видевшему более мрачные оттенки этой истории. Кэрри смог передать как отравленную всеобщим позитивом нарочито телевизионную сторону сломанной личности Трумана, так и нереализованную, способную к познанию себя и окружающего мира. Вообще, построение альтернативной реальности для конкретного человека — тема отнюдь не новая. Хорошим примером послужит криминальная комедия «Афера» 1973-го, а в декабре 1997-го в мировой прокат вышла трагикомедия «Жизнь прекрасна». Шоу Трумана, безусловно, можно поставить в один ряд с этими культовыми произведениями. Антиутопическая линза, выбранная Николом для реализации этой идеи, подошла здесь как нельзя кстати. Фильм закрывает историю жанра в 20 веке. В постмодернистском стиле он обыгрывает основные каноны антиутопического направления, что делает его актуальным и по сей день. You want another slice? No, I'm okay. What else is on? Yeah, let's see what else Where's is the TV guy? Россия уже никогда не вернется в прошлое. 14-го солгали, что дело было 13-го. Потом солгали, что 14-го приняли иностранную помощь, но это неправда. И до 16-го будто бы были перестукивания, а потом будто бы только до 14-го, а потом будто бы их не было вовсе. America strikes back. Afghanistan is pounded with bombs and missiles from the air and sea. We are supported by the collective will of the world. Homeland Security has stepped up to protect against retaliation, and bin Laden himself sends a video. 1992. Продюсеры из независимой студии «Королка» задумываются об экранизации сиквела, фантастического боевика «Вспомнить все». Арнольд Шварценеггер вернется в продолжении, сценарий которого напишут на основе другого рассказа Филиппа Дика «Особое мнение». Стивен Спилберг снимает экранизацию фантастического романа Майкла Крайтона «Парк юрского периода».
1997. Сценарий перерабатывается. Фильм теряет статус сиквела и становится самостоятельным произведением по мотивам книжного первоисточника. Том Круз ищет возможность повторить сотрудничество со Стивеном Спилбергом. Их кооперация должна была быть над лучшим фильмом 1988 года «Человек дождя», но режиссер выбрал «Последний крестовый поход». Спилберг выпускает на экраны исторический «Амистад». Картина в стиле судебной драмы с сильным актерским составом получила положительные отзывы критиков, но с треском провалилась в прокате. All men created equal, inalienable rights, life, liberty, and so on and so forth. What on earth are we to do this? And then last September came an event that would change us. An actor friend said to me, what are we doing? What are we doing? Is it important? Is it even important what I do? And what of a night like tonight? Should we celebrate the joy and magic that movies bring? Well, dare I say it, more than ever. The X-Files is brought to you by Minority Report, a Steven Spielberg film starring Tom Cruise, June 21st, only in theaters. June 21st, you can't hide. Scan the entire area, read anything with eyes and a heartbeat. So get ready to run. Tom Cruise, Steven Spielberg, Minority Report. Rough landing. Have to work on that. This film not yet rated. June 21st, only in theaters. 2002. Премьера фильма «Особое мнение». В течение 4 недель ему удается держаться в первой десятке по сборам на территории США. Параллельно прокат шел у боевика Дага Лаймана «Идентификация Борна» и комедийного «Люди в черном 2» Барри Зоннерфельда, исполнительным продюсером которого был сам Спилберг. Фильм собрал $132 миллиона при бюджете в 102. Стивену и Тому пришлось ограничивать себя, чтобы влезть в эти рамки. В мире удалось собрать неплохие 226 миллионов. Интересно, что в этом году из 6 самых успешных картин лишь одна не являлась сиквелом, но это был старт новой франшизы. Осенью на консолях 6-го поколения выходит битэмап от третьего лица Minority Report Everybody Runs. Издательству Activision и разработчикам Человека-паука и Stray-Ark удалось создать приемлемый продукт. Впрочем, отзывы критиков были скорее отрицательными. From the creators of the Spider-Man video game, Minority Report. Buy it today. Rated T for Teen. Our concepts for Minority Report contain a similar yet accelerated view of what you see from Nokia today. A wide range of communication tools to satisfy a wide range of people's needs and desires, from multimedia to simple voice, entertainment to basic messaging. Or like the kid in all of us, it's just about plain fun. 2048. Преступность в США достигла своего предела. Джон Андертон трагически теряет своего сына. Результатом некого генетического эксперимента были отобраны 3 человека, способных видеть убийства, которые произойдут в будущем. Ламар Бёрджес становится директором только что созданного департамента профилактики преступлений в Вашингтоне. Вместе им предстоит задача распространить программу не только в столице, но и по всей Америке. Значит, нужно доказать, что система работает. Идеально. 2054. Референдум по вопросу расширения полномочий федерального правительства путем распространения процедуры профилактики преступлений на национальный уровень. Fletch, just get him some coffee. Tell him some stories how I save your ass every day and you can't live without me. I got coffee, thank you. Danny Whitworth, twink from the Fed. Whoops, gum? Sorry, Danny, I'm gonna have to give you the full tour some other time. And you know that they're gonna put that in CGI. Stephen obviously has done this, of course, many times, but for me it was very new, and it was something that I kind of dug. You know, I just went in and
talked to him, and he told me what was going to be there, and we just played around with it. Again, just talk me through it visually, you know. I walk around and say, okay, what's going to be here? How big is this going to be? What are you looking for? And it's fun because you have to pretend. Пожалуй, одна из самых мрачных дистопичных идей – возможность правительства наказывать людей за возможные будущие преступления. Судя по тому, как государство решает вопрос с недвижимостью в этом мире, страшно сказать, что они будут делать с такой мощью в руках. Шведский актер Макс фон Сюдов, известный прежде всего по работам у Ингмара Бергмана, также отметившийся на втором плане в фильме «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, а после особого мнения ролью в «Острове проклятых» Мартина Скорсезе, исполнил роль директора департамента профилактики преступлений Бёрджесса. Успешно проведенный референдум расширит его власти на территорию всей страны и даст право требовать гораздо больших бюджетов и полномочий. Возможно, это самые важные выборы в истории США, а на такие мероприятия обычно выдвигаются вдвоем. The harder part is Tom has to react as if it was, as losing his balance, and when he's climbing, you have to take in all those elements that aren't really there. You have a wind machine, yes, but it's not quite the same as the real sensation of falling. So we try to choreograph in the real sensations as we're doing it. He's really good at that kind of stuff, so it makes my job easy that he's so in tune with how his body would react. He's extremely athletic, and he's not afraid of anything. You knew he was doping, yet you did nothing about it. The man lost a child, for Christ's sake. 6 years ago. What did you two talk about? None of your damn business. Oh, it's all my damn business now, Lamar. Investigation of a supervising officer for a capital crime falls under federal jurisdiction so as to rule out any possibility of conspiracy. Капитан Джон Андертон пытается утопить свое горе от потери сына. Днем в работе, а ночью в веществах. Он не задает лишних вопросов. Он верит в непогрешимость системы, потому что это его единственный способ оторваться от реальности. Люди доверяют Джону, видя его энтузиазм и самоотверженность. Для Тома Круза «Особое мнение» стало дебютом в жанре фантастического боевика. В дальнейшем он вместе со Спилбергом сорвет куш на экранизации Герберта Уэллса «Война миров», а в десятых запомнится одним из лучших sci-fi фильмов нашего времени «Грани будущего» Дага Лаймана. The hover ship itself is 28 feet high, it weighs about 11 tons. That hover ship was placed onto a motion base. So that was a massive undertaking to build that ship from scratch, by hand, skin it, all the glass work, all the machining, all the aluminum, and fly it. We flew it with a crane and we put it on a motion base to simulate the movement. Спусковым крючком начала истории послужил агент Департамента юстиции Дэнни Уитвер, амбициозный консерватор с непростым характером и пытливым умом. Ему поручено проверить надежность системы перед ее возможным запуском. Для 25-летнего Колина Фаррелла работа со звездами первой величины, как Круз и Спилберг, стала огромным прорывом в карьере. Через 2 месяца на 27-м кинофестивале в Торонто показали картину Джоэла Шумахера «Телефонная будка». Там он исполнил главную роль вместе с Кифером Сазерландом и Форестом Уитакером. Малобюджетный триллер собрал в 7 раз больше своего бюджета и оказался популярным у критиков. Следующий большой успех Фаррелла случится лишь в 2008 году с выходом современной классики, черной комедии «Залечь на дно в Брюгге» от Мартина Макдоны. В 2012-м исполнит главную роль в неудачном ремейке «Вспомнить все», изначальным сиквелом которого должен был стать «Особое мнение».
And now, 9 years later, the District of Columbia is the safest city in America. Why? Because pre-crime works. Pre-crime has eliminated the need for conventional detectives. So most of what happens now is the verification and the protection of the future victim. Сам же Спилберг в декабре 2002 выпускает следующий хит «Поймай меня, если сможешь» с Ди Каприо, Хэнксом и Уокеном. Как и к особому мнению, саундтрек для картины создал Джон Уильямс. Помимо этого, он написал музыку к еще 2 картинам этого года, сиквелам главных франшиз начала нулевых: «Звездные войны», эпизод 2, «Атака клонов» и «Гарри Поттер и тайная комната». Стоит отметить оператора Януша Камински. На протяжении всего фильма он использует технику Bleach Bypass, чтобы обесцветить картинку, а также позволить источникам света проникнуть в более темные части изображения. Этот метод он задействовал в «Спасти рядового Райана», за который получил премию «Оскар» вместе со Спилбергом. Прием также можно заметить и в историческом триллере «Мюнхен» 2005 года. Команде Спилберга, Камински и Уильямса удалось откровенно показать изнанку борьбы с терроризмом и влияние ее на психику человека на фоне холодной войны. Получился весьма противоречивый, но при этом захватывающий фильм о мести, долге и политике. It's like my daddy used to say, in the land of the blind, the one-eyed man is king. Особое мнение – научно-фантастический триллер с элементами киберпанка, местами нуарной атмосферой и неплохим детективным сюжетом. 2054 Стивена Спилберга оказался густонаселенным гетто, в котором борются скорее не с причиной, а следствием. Любая система несовершенна, потому что несовершенен человек. Любого свидетеля можно обмануть, а любую систему можно обойти, если знать ее механизмы. Жаль, он это понял только тогда, когда ему пришлось бежать. Там нужен мир, и там нет военного решения. Вот это принципиально. Я бы очень хотел, чтобы не было такой эйфории, что сейчас мы всех здесь задушим, перережем. Вот этого не должно быть. Должен быть процесс. Надо разговаривать. Стрелять — это уже самое последнее. Но этот процесс и не прерывался на самом деле. Tell me what you're doing later tonight. Is that a question or an invitation? It's a prompt. Tonight, I am going to stay awake till the sun goes down. I'm not going to sleep. Pourquoi? It's my birthday. Через полгода после премьеры «Особого мнения», в январе 2003-го, актриса, исполнившая роль Агаты, Саманта Мортон, приступила к съемкам в антиутопической мелодраме англичанина Майкла Уинтерботтома «Код 46». История любви из второй половины 21 века, где правит жестокая сегрегация, слежка и биотехнологии. Мортон играет девушку Марию Гонзалес, которая занимается подделкой пропусков в мегаполисы. Мир уже поделен не на страны, а на города, доступ в которые осуществляется через систему страховки от транснациональной корпорации «Сфинкс».
В мире картины биотехнологии зашли так далеко, что наука сумела научиться создавать вирусы, улучшающие восприятие человека. Инспектор Уильям Гелт, зараженный эмпатией, способен узнать все о собеседнике лишь по одной фразе. Персонажа исполнил великолепный актер Тим Роббинс, известный по мистической лестнице Иакова, игроке, за которого он получил Золотой глобус и Пальмовую ветвь в Каннах, и всеми любимому Побегу из Шоушенка. I'm on a virus right now. I'm an empathy virus. I take an empathy virus to help with my work. If I stay, it will be double. And if I go, it will be double. Come on, let me know. Should I stay or should I go? Go for it. Okay. Okay, we cut that. Thank you. Reloading. Okay, we'll go. Прекрасный дуэт Мортон-Роббинс вышел большой удачей для Уинтерботтома. Химия между персонажами получилась настолько органичной, что безусловно усиливает трагические нотки в и так довольно депрессивной атмосфере картины. В связи с этим стоит отметить музыкантов Стивена Хилтона и Дэвида Холмса. Последний также известен как автор музыки в заметной трилогии нулевых о друзьях Оушена. Минималистичный альтернативный рок зацепил не только меланхоличную атмосферу далекого будущего, но и тот самый дух нулевых годов 21 века. Тот самый конец истории, когда все будут идти одним путем. Идея глобализма вплетена в сам язык кинокартины. В ходу здесь что-то подобное блейдранеровскому сити-спику с преобладанием английского. So we always wanted to cast the two people at the same time. Of course, life never works out like that. And what happened was that we knew that Samantha Morton had read the script and loved it. And so we made a commitment to Sam to do it on the basis we would find a guy that would go with her. And in fact, Michael had met with Tim Robbins earlier in the project, but at that time we didn't have the right woman to go with him. And we were looking at all sorts of different options. And actually, once we got Sam, we thought that Tim would actually be a good person to go with her. So Michael went and met Tim again, and we decided that was the perfect couple, and it worked out pretty well. It's interesting, the combination of actors on screen together, what one would call chemistry. It's impossible to predetermine whether that's going to be there or not. I love to look at their faces. They're so beautiful. Look at their eyes. They have a look that the rest of us don't have. Второй удачной ставкой Уинтерботтома можно назвать использование реальных городов в качестве декораций для фантастического фильма. Неоновая красота технологического Шанхая добавляет визуалу картины черты эстетики киберпанка. Дубай, тогда еще менее технологичный, воспринимается здесь как пространство гораздо более свободное и настоящее. В ситуации экологической катастрофы жизнь вне городов является адом. Регуляция населения вынудила человечество использовать технологию клонирования, в связи с чем был введен Кодекс 46. Он запрещает людям, имеющим генетическое сходство выше 25%, иметь близкие отношения. Третья победа Уинтерботтома – прекрасный сценарий, сочетающий в себе простую историю и продуманный антиутопический сеттинг. Работать с автором Фрэнком Бойсом он начал во второй половине 90-х. Первым фильмом стал «Добро пожаловать в Сараево» 1997 года. Уинтерботтом успел снять картину на реальных послевоенных улицах Сараева. Спустя всего несколько месяцев
месяцев после окончания кровавого конфликта в Боснии и Герцеговине. А уже в 21 веке Бойс написал сценарий для круглосуточных тусовщиков. Биографическая комедия о Тони Уилсоне, культовом человеке для манчестерской музыкальной сцены, получилась весьма нестандартной, интересной в плане создания нарратива, опираясь скорее не на факты, а на умелую художественную интерпретацию. Recorded in Kunming, Danbad, Quetta, and Baghdad, presumed to be returning to the free port of Jebel Ali. У самого Уинтерботтома можно отметить стильный неонуар «Я тебя хочу» с Рэйчел Вайс 1998 года и полудокументальный «В этом мире» 2002. В последнем, так же как и в Код 46, поднята тема миграции. Предельно реалистично снятая история путешествия афганского подростка по маршруту Пакистан-Великобритания завоевала «Золотого медведя» в феврале 2003-го, как раз во время съемок Кода 46. Премьера состоялась 2 сентября на Венецианском кинофестивале. Картина получила номинацию на «Золотого льва» наряду с такими сильными работами, как «Запутанный 21 грамм» Иньярриту и захватывающий Затойчи Такеши Китано. Главный приз Венеции 2003 тогда взяла драма «Возвращение» режиссера Андрея Звягинцева. До релиза Кода 46 в Великобритании Тим Роббинс успел получить Оскар за «Таинственную реку» Клинта Иствуда. Фильм Уинтерботтома моментально утонул в прокате, собрав $112 тысяч, что было чуть меньше, чем у Хроник Риддика, которые были в прокате уже 4-ю неделю. Лидером того уикенда стал вышедший одновременно с Кодом 46 боевик Майкла Манна «Соучастник» с Томом Крузом. Тим Роббинс встретится с ним на съемках в своем следующем фантастическом проекте «Война миров». В 2006-м Уинтерботтом вернется к тематике вторжения США в Афганистан, которая по касательной упоминалась в этом мире. Полудокументальный «Дорога на Гуантанамо» реконструирует историю британских мусульман, обвиненных в связях с террористами. The US government announced today that prisoners are being transferred to a new purpose-built facility in Guantanamo Bay named Camp Delta. Саманта Мортон сыграет жену вокалиста Joy Division в фильме Антона Карбейна о жизни Йена Кертиса «Контроль» 2007 года. Did you have an empathy virus? It doesn't work here. That's why you've got a cold here. Oh, gracias. We use antiviral bacteria. The institute is infested with streptococci. You know, here on the outside, we do not have access to some of the pleasures that are so freely available on the inside. Код 46 стоил всего $8 миллионов. Малобюджетный фильм, в котором визуальная составляющая, актерская игра и режиссерская задумка работают на 100%. Иногда проводятся параллели с фильмом Софии Копполы «Трудности перевода». Действительно, картины объединяет ламповая атмосфера меланхолии, близкой связи двух людей из совершенно разных миров. Код 46 также воспроизводит основные идеи, возобладавшие на Западе в первой половине 21 века. Мультикультурализм, глобализм, проблема миграции, зеленый курс,
а также стремительное развитие технологий в сфере биоинженерии. Антиутопическая компонента здесь резонирует с Гаттакой, Бразилией и Бегущим по лезвию. Картина Уинтерботтома – уникальный артефакт первой половины нулевых. Объединение культур Азии, Европы, Америки и Ближнего Востока в одно целое до сих пор остается вполне интересным сеттингом возможного будущего, выделяя Код 46 как среди антиутопий, так и среди мелодрам, которые крайне редко встречаются в фантастическом сеттинге. Уинтерботтому удалось приготовить этот коктейль в правильных пропорциях, доказав, что британский кинематограф еще может сказать свое слово в истории жанра антиутопия. Смерть – это последняя остановка в круговороте жизни. Но если мы до сих пор живы, значит никакого конца не случилось. Маятник качается в другую сторону. После расцвета цивилизации неизбежно наступает закат. Но если люди уже проходили эту точку в прошлом, значит ли это, что мы можем изменить будущее? Пока тоталитарные технологии еще не установили полный контроль, всегда есть шанс на изменения. В плену пропагандистских иллюзий живется счастливо, пока ты не становишься жертвой обстоятельств. Без будущего, без выбора. N Foundation. История жанра антиутопия. Акт 3, глава 1. Оставайтесь на связи. Все ссылки в описании. Life's a bitch and then you die. Bumper sticker philosophy. Half-Life 2, as well as give you an idea of what we're doing with multiplayer. Mr. Freeman, rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on. Alright, so here we are in front of the elephants. The cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say.